Дорогие друзья, присоединяйтесь. Сегодня мы с вами будем вязать нежнейшую двустороннюю красивую ленту. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров, 50 граммах. Вы можете взять буквально любую пряжу и подобрать крючок. Начинаем выполнение нашей тесьмы с одной воздушной петли. Далее я приступаю к выполнению первого ряда и выполняю арочку из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок и в нашу первую воздушную петлю выполняю первый столбик с накидом. Далее второй столбик с накидом. 2 воздушные и еще 2 столбика с накидом. 1, 2. И вот такой у нас с вами первый ряд получился. Он завершен. И мы можем приступить к выполнению второго ряда. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваем. Накид. И теперь под арочку из 2 я провязываю первый столбик с накидом. Второй, 2 воздушные и еще раз первый столбик с накидом, второй, 2 воздушные и еще 2 столбика под эту же арочку. 1 и 2. И вот такой второй ряд завершен. Начинаем выполнение третьего ряда с 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И работу разворачиваем. Накид. И под 2 воздушные я провязываю 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее арочка из 2 и 2 столбика с накидом. 1 и 2. Далее 1 воздушная и под следующую арочку первый столбик с накидом. Далее второй, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. 1, 2. Третий ряд завершен, и мы можем приступить к выполнению четвертого ряда. Опять же начинаем с 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваем. Накид под арочку. Первый столбик, второй столбик с накидом, 2 воздушные, первый столбик с накидом и второй. Далее очень внимательно арочка из 2, накид, и мы пропускаем одну вот эту воздушную. И под арочку из 2 выполняем первый столбик с накидом, второй, 2 воздушные и 2 столбика. 1 и 2. И наш с вами четвертый ряд завершен. И, дорогие друзья, давайте посмотрим. Вот готовая лента, она двусторонняя у нас с вами получается. Прежде чем продолжить, хочу обратить ваше внимание, что у нас с вами раппорт в высоту 18 рядов. Начиная от вот этих столбиков и провязываем 2 вот таких сегмента. И перед вот этими столбиками, то есть у нас вот 18 рядов.
9, я бы сказала, плюс 9, потому что сам узор вяжется абсолютно одинаково. Единственный момент провязывания вот в этом месте мы с вами подробно рассмотрим. Поэтому раппорт высоту 18 рядов. Очень просто вяжется лента, смотрится красиво, интересно. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение 5-го ряда с 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваем. И по 2 воздушные мы выполняем 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее 2 воздушные. И вновь 2 столбика с накидом. 1 и 2. Далее очень внимательно. 1, 2, 3, 4 воздушные, арочка из 4, да, и по 2 выполняем первый столбик с накидом, второй, 2 воздушные, арочка точнее, да, из 2, и опять 2 столбика, 1 и 2. Наш с вами 5-й ряд завершен. И мы приступаем к выполнению 6-го ряда. Опять же 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваем. Накид под 2 воздушные. Выполняю первый столбик с накидом. Второй. 2 воздушные. И еще 2 столбика под эту же арочку. 1 и 2. Далее арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. И под воздушную первый столбик, второй. 2 воздушные и первый столбик, столбики с накидом, напоминаю, и второй. И наш с вами 6-й ряд завершен. Можем приступить к выполнению 7-го ряда. Начинаем выполнение 7-го ряда с 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваем. Накид под 2 воздушные я выполняю первый столбик, второй, 2 воздушные, первый столбик, второй. Далее арочка из 3, накид. И смотрите, я ввожу крючок 1, 2, 3 именно в петелечку, в центральную, это 4-я петля. Выполняю столбик с накидом. Далее 2 воздушные и столбик с накидом. Видите, вот 1, 2, 3 с этой стороны у нас с вами тоже 3 воздушные. Далее арочка из 3, накид, и под наши 2 воздушные выполняю первый столбик с накидом, второй, 2 воздушные и 2 столбика. 1 и 2. И наш с вами 7-й ряд завершен. И приступаем к выполнению 8-го ряда. 8-й ряд мы начинаем с 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваем. Накид и под арочку первый столбик с накидом, второй, 2 воздушные и 2 столбика. 1 и 2.
Далее мы выполняем арочку из 3. 1, 2, 3. И очень внимательно под наши 2 воздушные мы будем выполнять 7 столбиков с накидом. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 3 воздушные. И опять же первый столбик с накидом под 2 воздушные. Второй. 2 воздушные и 2 столбика с накидом. 1 и 2. И наш с вами 8 ряд завершен. 9 ряд мы начинаем также с 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И работу разворачиваем. Накид под арочку. Первый столбик, второй, 2 воздушные и 2 столбика под эту же арочку. 1, 2. Далее мы выполняем арочку из 3. Я ввожу крючок в вершинку, столбик без накида. 1, 2, 3 воздушные и столбик без накида в следующую вершинку. 1, 2, 3 арочка из 3, столбик без накида в следующую вершинку. 1, 2, 3 столбик без накида в следующую вершинку. Всего у нас с вами должно получиться 6 арочек. Это 3, далее 4, 1, 2, 3, 5 и последняя 6-я арочка из 3 воздушных. Выполнили. Далее мы продолжаем работу, выполняем 3 воздушные. 1, 2, 3 накид и первый столбик, второй, 2 воздушные и 2 столбика. 1, 2. Наш с вами 9 ряд завершен, и мы можем приступать к следующему ряду. 10 ряд мы начинаем с вами с 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваем. Накид под арочку. Первый столбик и второй. 2 воздушные и опять же 2 столбика. 1 и 2. Выполнили. Далее у нас арочка из 3. 1, 2, 3. И я ввожу крючок под первую арочку из 3, столбик без накида. Далее 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арочку. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. Всего у нас должно получиться 5 арочек. 3 готово. Это 4-я и последняя 5-я. Выполнили. Далее 3 воздушные и 2 столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика. 1, 2. Мы с вами завершили 10 ряд
И можем приступить к выполнению 11-го. Продолжаем работу. 11 ряд мы с вами начинаем опять же с арочки из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваем. Накид. По 2 воздушные выполняю 2 столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Далее арочка из 3. Под арочку ввожу крючок, столбик без накида. Далее выполняем арочка из 3 и столбик без накида. Арочка из 3, столбик без накида. Арочка из 3, столбик без накида. И всего у нас вот в этом узоре ананасик или рыбка его называют по-разному. Мы выполняем 4 арочки. Готово. Далее арочка из 3. И теперь очень внимательно мы с вами выполняем, как вот во втором ряду мы с вами вязали. Видите? 3 раза по 2 столбика. Первый раз 2 столбика. И между ними 2 воздушные. Второй раз 2 столбика. И между ними 2 воздушные. И третий раз 2 столбика. И наш 11 ряд готов. Мы продолжим. 12 ряд мы начинаем с выполнения 5 воздушных. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем работу. И под первую арочку выполняем 2 столбика с накидом. Далее 2 воздушные и вновь 2 столбика с накидом. Далее внимательно 1 воздушная и 2 столбика. 1, 2, 2 воздушные и 2 столбика. 1, 2. Далее арочка из 3. 1, 2, 3. И продолжаем выполнение нашего узора в ленте, да. Вот наши 3 арочки из 3 воздушных провязали. Далее арочка из 3. 1, 2, 3. Накид и первый столбик, второй, 2 воздушные и первый столбик и второй. Наш с вами 12 ряд завершен, и мы приступаем к выполнению 13. 5 воздушных, 3, 4, 5. Работу разворачиваем, накид, выполняем первый столбик, второй, 2 воздушные, первый столбик и второй под эту же арочку. Арочка из 3, столбик без накида. Далее первая арочка из 3, столбик без накида и вторая,
столбик без накида. Далее арочка из 3. Раз, два, три. Накид. Я ввожу крючок под мою арочку из 2. Выполняю первый столбик, второй, 2 воздушные, первый столбик, второй. Далее очень внимательно 2 воздушные и опять 2 столбика, 2 воздушные и 2 столбика. Столбики у нас с вами с накидом. И наш 13 ряд завершен. Вот так получается наша лента выглядит. 14 ряд мы начинаем с выполнения 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Разворачиваем работу. Накид. Первый столбик с накидом. Второй. 2 воздушные, 2 столбика. Первый и второй. Далее очень внимательно. Арочка из 4 воздушных. Раз, два, три, 4. Накид. И под арочку выполняем первый столбик, второй, 2 воздушные и 2 столбика. Раз и 2. Продолжаем работу. Арочка из 3. Раз, два, три. Столбик без накида. И арочка из 3. Столбик без накида. Арочка из 3. И под 2 воздушные. Первый столбик. Второй. 2 воздушные и 2 столбика. Раз, два. У нас с вами завершен 14 ряд. И 15 ряд мы начинаем с выполнения, опять же, 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Работу разворачиваем, накид, провязываем первый столбик, второй, 2 воздушные, 2 столбика, раз, два. Далее арочка из 3. Раз, два, три. Столбик без накида. Далее арочка из 3. Раз, два, три. И под нашу арочку из 2 первый столбик с накидом, второй, 2 воздушные, первый столбик с накидом и второй под эту же арочку. Далее очень внимательно 7 воздушных, арочка из 7 до 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вновь, как и ранее, мы выполняем первый столбик с накидом, второй, 2 воздушные и 2 столбика. Первый и второй. Мы с вами завершили выполнение 15 ряда и смотрим, что у нас получилось. Шестнадцатый ряд мы начинаем с выполнения арочки из 5 воздушных.
Раз, два, три, четыре, пять. Работу разворачиваем. Выполняем 2 столбика с накидом. Первый столбик и второй. Далее 2 воздушные, 2 столбика с накидом. Первый и второй. Далее мы с вами выполняем арочку из 3 воздушных. Раз, два, три, накид. И очень внимательно, как и в нашем сегментике, который мы провязывали, мы в центральную петлю, это 4-я воздушная петля, раз, два, три, 4, я ввожу крючок. Видите, вот раз, два, три, с этой стороны 3 остается, и с другой стороны остается 3 петли. Выполняю столбик с накидом. Далее 3, прошу прощения, 2 воздушные, накид и столбик с накидом. Далее арочка из 3, раз, два, три, накид, первый столбик с накидом, далее второй, 2 воздушные и 2 столбика с накидом, первый и второй. Провязали. И далее очень внимательно мы с вами выполняем под эту арочку столбик без накида. И только затем приступаем к выполнению следующего ряда. То есть раз, два, три, 4, 5 и работу разворачиваем. Накид, и под наши 2 воздушные выполняем первый столбик с накидом, второй, 2 воздушные и 2 столбика. Далее раз, два, три, накид, и под наши 2 воздушные 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7. Арочка из 3 и вновь 2 столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Так мы завершили с вами выполнение 17 ряда нашей тесьмы. И, дорогие друзья, прежде чем продолжить, давайте посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, у нас вот тесьма, уже наш мотив в виде вот такого узора, который называют ананасиком, павлинные перья или рыбка, уже начинает повторяться. Вот хорошо видно. Будем ориентироваться по вот этой арочке из 7, видите? И здесь идет повтор нашего мотива, и, естественно, все вяжется точно так же. У нас раппорт в высоту 18 рядов. Из них 9 рядов повторяется. Первый раз повторяется и второй раз повторяется. Единственное отличие, это, вот я специально почему остановилась, это провязывание вот этого крепления. То есть, когда заканчивается один узор, давайте павлинным пером его назовем, и начинается второй. Вот в этом месте это одно провязывание, и так выглядит второе провязывание. Поэтому и раппорт в высоту у нас с вами не 9 рядов, а 18.
но 9 плюс 9, я бы сказала, то есть все повторяется. Что мы с вами делаем? Вы самостоятельно довязываете наш узор, и я покажу крепление, которое немного отличается от этого. Все здесь повторяется, то есть вы начинаете повтор точно так же, как мы с вами выполняли. И вот хорошо видно, я ленту уже выполнила. Несколько таких вот узоров, и видите, вот наш раппорт. То есть я же еще раз повторюсь, идет отличие, как мы здесь крепились, видите, и как крепимся здесь. Это мы с вами выполнили, а это мы выполним вместе. Вы самостоятельно довязываете до этого места. И как и договаривались, мы с вами выполнили до того момента, на котором хотели подробнее остановиться. Вот выполнили все по узору. Далее очень внимательно я выполняю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. То есть точно так же, как я и начинаю все ряды. Работу разворачиваю. И далее ввожу крючок под арку. Выполняю столбик без накида. Накид. И под арочку выполняю первый столбик с накидом. Второй, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. 1, 2. То есть смотрите, видите, вот наш ряд точно так же выполняется после столбика без накида. Начало ряда у нас с вами меняется. Далее 1, 2, 3, накид. Я ввожу крючок 1, 2, 3 в 4-ю петлю, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом. Ну, то есть все точно так же, как мы выполняли ранее. 1, 2, 3, накид, 2 столбика с накидом, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Я останавливаюсь, смотрим, что у нас получилось. Давайте так разверну. И мы далее с вами продолжаем все по узору. Видите? Достаточно просто вяжется, единственное, будьте внимательны. Я выполнила ленту на необходимую мне длину и обращаю ваше внимание, как я завершила выполнение ленты. Вы можете завершить на любом этапе, все зависит от вашего желания и куда вы будете использовать эту ленту, но я не стала выполнять вот это расширение. А вот если я вот смотрите уберу вот таким образом, да, то просто завершила как бы выполнение моего узора ананасик или рыбка. Видите, и вот так получилось красиво, просто и в то же время интересно. Как вариант можете использовать для своей работы. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейшую потрясающую ленту. Основной узор нашей ленты это ананасики или павлинное перо или рыбки, то есть называют по-разному. Вот так красиво, нежно и аккуратно смотрится наша лента. Повторюсь, лента у нас двусторонняя получается. Можно использовать в качестве отделки. Также для продвинутых рукодельниц я предлагаю поэкспериментировать. Смотрите, вот я ленту выполнила в бежевом цвете и выполнила в бирюзовом. Поскольку она двусторонняя, то если мы вот так визуально,
скажем так, совместим наши ленты, то у нас получится вот такой красивый мотив. Я выполнила его в белом цвете. Видите? То есть я вместо арочек выполняла как бы вторую часть, зеркалила нашу ленту. Получился очень красивый мотив или лента. Вы можете сделать вставку в любое свое изделие. Можно просто сделать салфетку. Ну, вот, очень нежно, красиво, да, можно из лент уже выполнить. Естественно, если вы выполните в одном цвете, выполнить полотно. Поэкспериментируйте, получится очень красиво и интересно. Мы использовали такую вставочку в кофточке. Я обязательно в сообществе опубликую готовую работу. До новых встреч, творческих вам успехов. Конечно же, пишите в комментариях, где вы планируете использовать наши ленты. Вот такую красоту. И отдельное спасибо за то, что вяжете вместе со мной.